По этому рецепту уже готовлю 10 лет. Сверху хрустящие, внутри нежные, мягкие и вкусные. Всем привет! Вы на канале Жизнь домохозяйки. И сегодня с вами мы готовим пирожки по очень простому рецепту. Я по этому рецепту готовлю больше 10 лет. Конечно, на просторах интернета вы найдете множество рецептов. Но этот рецепт очень простой и получится у каждого. Итак, приступаем. В чашу вливаем 500 миллилитров воды. Тепленькой. Где-то температура 30-40 градусов. Сюда же мы кладем дрожжи. Дрожжи у меня вот такие львовские. Кладем 40 грамм дрожжей. Вот так мы их хорошенько расколышиваем, эти дрожжи. И хорошенько перемешиваем. Сюда же мы опускаем столовая ложечка сахара. И все хорошенько перемешиваем. Для того, чтобы проверить, хорошие у нас дрожжи или нет, мы в эту массу кладем 2 столовые ложки муки. И тщательно все перемешиваем. Это будет наша опара. Мы ее оставляем на 10 минут, чтобы посмотреть, какие у нас дрожжи. Стоит ли нам дальше продолжать месить тесто. И вот так вот оставляем на 10 минут. Я даже не ждала 10 минут. Вот послушайте, как играют наши дрожжи. Прошло 2 минутки всего лишь. И я начинаю дальше месить тесто. Вот здесь у меня килограмм муки. С этого килограмма я уже взяла сюда, высыпала 2 ложечки. И мы продолжаем добавлять в тесто муку. Добавили еще 3 ложечки. Хорошенечко размешали. Вот так вот. Вот видите, как наши дрожжи играют. Все пузырится. Вот видите? И дальше продолжаем. Сюда же мы сейчас добавляем 2 ложки растительного масла и чайную ложку с горкой соли. Вот это все ингредиенты. И дальше продолжаем замешивать наше тесто. Подсыпаем муку. 3-5 столовых ложек. У меня здесь килограмм, но я не знаю, сколько уйдет муки. Мука у всех разная, должно уйти 800-900 грамм. Но на всякий случай я просеяла килограмм муки. Мука у меня хранится вот так. У меня есть видео, как хранить муку. Я вам оставлю ссылочку в описании, а вы посмотрите, как хранить муку надолго. Вот это я храню муку так где-то полгода. Беру с таких банок. А у меня есть видео, как хранить муку надолго, на год и больше. Ссылочку я вам оставлю в описании. Итак, продолжаем замешивать наше тесто. Тесто наше густеет, и я продолжаю вымешивать его ложкой. Вот так вот. Видите, как оно уже группироваться начинает комочком. И вот тут будьте очень внимательны и осторожны с добавлением муки. Здесь мы муку добавляем очень медленно, подсыпаем муку. Тесто наше загустело, видите какое? И теперь мы потихоньку подсыпаем муку и замешиваем уже рукой. Вот так вот. Вот такое тесто, друзья, у нас получилось. Тесто очень мягенькое, еще чуть-чуть липнет к рукам. Но ничего страшного, оно постоит, впитает хорошо муку. Вот такое мягенькое, смотрите. Вот такое тесточко получилось. Тесто мы наше накрываем крышечкой. И я накрываю еще сверху полотенечком. И оставляю вот здесь же на улице на часик, чтобы тесто отдохнуло. Посмотрите внимательно. Вот столько муки у меня осталось с килограмма муки. Может, она нам еще пригодится. А вся остальная мука ушла в тесто. Тесто мы отложили в сторону, накрыли крышечкой, и пусть оно стоит часик где-то, около часика. Этим временем мы займемся приготовлением фарша. Я заранее обжарила 2 луковицы, небольшие, среднего размера, 400 грамм фарша и отварила 3 столовые ложки риса с горкой. Это будет наша начинка. Теперь мы должны начиночку нашу посолить по вашему вкусу. Все делаем, девочки, по вкусу. Перчим тоже мы по вкусу. Вот я вот так хорошо, обильненько перчиком. Для пирожочка. И все смешиваем, все ингредиенты. Рис,
лук и мясо. Фарш у меня куриный. Вы можете взять любой, и свиной, и свино-говяжий, и говяжий фарш. Это на ваше усмотрение, на ваш вкус. Как хотите, какую хотите начинку, такую и делаете. Можете сделать начинку из картофеля, можете из творога сделать начинку. Какую вы любите, такую вы делаете начинку. Мы любим с мясом. Но мы ее периодически меняем. То с мясом, то с картошечкой делаем. Вот начинка наша уже готова. Теперь будем ждать, когда наше тесто хорошо подойдет. Но у нас сегодня жара, и тесто подходит моментально. Смотрите, пока я мешала начинку, посмотрите на наше тесто. Оно уже подходит. Посмотрите. Ну пусть хотя бы полчасика еще постоит. Оно должно отстояться. Начинка у нас готова. Тесто у нас должно еще постоять. Ждем. Прошло 40 минут, девочки. Наше тесто очень хорошо подошло. Вот такое вот оно. Вот смотрите. Мягенькое, нежненькое. И сейчас мы будем его разделывать на порционные кусочки. Руки обмакиваю в масло. Беру часть теста. Раскатываю вот такую качалочку, если это можно так назвать. Вот. И порционно кусочками смазываю досточку маслом. И вот так приблизительно кусочки у меня будут по 20, по грамм 50 будут кусочки. Вот такие вот. Это будут наши пирожочки. А вы можете сделать меньше, можете сделать больше, как вам нравится. Какие вы пирожки любите? Побольше размером, поменьше. Дальше берем тесточко. И так проделаем со всем тестом. Тесто, смотрите, какое красивое. Все в пузырьках уже, видите? Уже подошло так красивенько. О, пузырится прямо. Из этого всего теста у меня получилось 24 кусочка шарика. Вот у нас будет 24 пирожка. Руки я обмакиваю в масло и немного смазываем наши шарики маслом, для того, чтобы не обветривалось и не прилипало тесто. Вот так вот. И накрываем наше тесто полотенечком. Минут 5-10, и мы будем разделывать наши пирожки. Прошло 10 минут, и тесто наше уже готово к разделке. Посмотрите, какие пушистенькие получились наши шарики. Я смазываю досточку рукой, откладываю в сторону, намазываю стол маслом и приступаем к лепке наших пирожков. Это я делаю руками, вот так. Ложечку фарша ложим, вот так вот. И хорошенько соединяем края нашего пирожка. После того, как края вы соединили, ручкой прижимаем. Вот такой пирожок у нас получился. Выкладываем пирожок на досточку. И приступаем к следующему. И так мы разделываем все пирожки. Девочки, тесто в этот раз получилось такое нежное. Потому что, смотрите, аж пухкает прямо. Нежное-нежное. Я его не забила мукой. Поэтому оно получилось такое нежное-нежное, воздушное. Все в пузырьках. Лепится прекрасно, очень быстро. Посмотрите, за 4 минуты я налепила уже сколько пирожков. Очень быстро получаются пирожки. Я здесь на даче, на солнышке. Тесто подошло очень быстро. Вот такие пирожочки получаются. Вот смотрите, я дотрагиваюсь руками. Видите, какое пушистое тесто? Нежное получилось. Мы переместились на кухню для жарки наших пирожков. Пирожки уже сформированы. Вот, и будем выкладывать их на сухое полотенце или салфетку. Масло наше раскалилось, и мы кладем в сковородку наши пирожки. Кладем, девочки, швом вниз. Обязательно накрываем сковородку крышкой, потому что у нас мясная начинка. Она должна проготовиться там внутри. Жарим пирожки до золотистого. Вот такие должны быть. Жарим пирожки, девочки, на среднем огне.
Так, первая порция пирожков уже готова. Вот посмотрите, какой пирожочек получается. Выкладываем на бумажное полотенце или на салфетку, что у вас есть. Вот такие пирожочки получились. Вот с одной стороны, с другой. Вот такие. Итак, жарим все пирожки. И что у нас получилось, я вам скоро покажу. Вот я уже пожарила наши пирожки. Посмотрите, какие они в разрезе получаются. Очень хрустящие. Вот послушайте. Вот видите, сколько фарша. Сочные такие. Обалденные. Очень вкусные пирожки. Сейчас я вам еще один пирожочек. Посмотрите, какой он. Посмотрите, какой он сочный. Сколько фарша. Очень вкусный пирожок. По вкусу напоминает беляш. А вообще пирожки как из 90-х получаются. Когда продавали на улицах пирожки, вот вкус этих пирожков. И даже рецепт тот же. Девочки, я приготовила сегодня эти пирожки. И вы приготовьте, пробуйте. У вас тоже обязательно получится. На этом все, я заканчиваю сегодня. До свидания, до новых встреч. Жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мира и добра всем.